Все люди мечтают иметь камин. Но они после первого сожжения дров понимают, что огонь они хотят, а убирать камин они не хотят. Поэтому здрасте, здрасте, здрасте! Как вы догадались, это снова я! И сегодня я буду делать специальный подсвечник, который можно безболезненно зажигать в камине. И вы будете смеяться, но 2 движения пилой дружбы сделали свое дело. И, между прочим, полено не пискнуло. Если была бензопила дружба, то сейчас фрезер любовь. Сверху. Жужжит, но не кричит. Ну, обычно, знаете, обычно бревна. Ай! Ай-яй-яй-яй! У нас так вот. Конечно, можно было бы все сделать на глаз, но коли ручки кривые, нечего пенять на фломастер. Так как у меня потрясающее число 33 сантиметра, а размер имеет значение, то я его делю на 3 части. Потом я резким движением беру еще один инструмент и начинаю проделывать отверстие таким специальным сверлом с очень неспециальным названием сверло Форстнера. Бревно с 3 недоотверстиями, а в другом мне нужно сделать 10 таких недоотверстий. А вы, наверное, думаете, а что же здесь такое происходит? Здесь происходит странная конструкция, которую я делаю из бревна для того, чтобы камин горел, но горел без бревен. Да, это такой сложный подсвечник. Теперь я беру клей и обмазываю этим клеем половину от отрезанной штучки от бревна. И другой кругляшок я тоже намазываю жирно клеем. Як не клеем каким-то, а прямо-таки сгущенкой. И после того, как я быстро намазал это, я беру один кругляшок и приставляю его к отрезанному торцу. Вот если бы все в жизни можно было бы так легонечко исправить. Вот сделали обрезание, хочешь креститься? Раз, пошел и тебе, хопа! Обратно и приделали. Вроде и девочкам приятно, и поп не обижается. Потом беру другой кругляшок, а это такое профессиональное название данному девайсу, и приклеиваю его, приставляю его с другой стороны. Так как клей не гвозди, на честном слове, как брак, держаться не могут, потом всю эту конструкцию я перемещаю в струбцину. Струбцинка, зажимай, милая, зажимай, чтобы крепко приклеилась, и было ощущение, что как будто бы я своими умелыми ручонками это вырезал прямо-таки из цельного куска дерева. И пока эта конструкция сохнет, я беру снова клей и намазываю вот эти вот жлобинки. Знаете, вот, когда читаешь персидскую литературу, почему они женскую грудь называют ложбинами? Я не понимаю, например, в русских народных сказках. Луноокая красавица. У нее было лицо, как полная луна. Здесь у меня такие 2 странные конструкции, похожие на шнурочки. Я не стал вас мучить, показывая, как их делать. Я вставляю их вот в эту вот жлобинку
И с другой стороны. Но здесь немножко жлобинка оказалась как ложбинка. И здесь у меня такие вот маленькие гвоздички. И я эти маленькие гвоздички я забываю нереально молоточком. Так как вы уже, наверное, догадались, что хитрость данной конструкции заключается в том, что это крышка и основание. Только непонятно, при чем здесь камин, если только это бревно долго не делать и с удовольствием сжечь в своем любимом камине. Кстати, может быть, в этом и есть выход, если оно не получится. Но мы же не такие. Мы до конца идем в своих идеях. Потому что хочется все. И камин хочется, и огонь хочется, и хочется, чтобы зимой, и летом, и на празднике. Но чтобы не убираться, но чтобы огонь горел. А знаете, между прочим, у некоторых нету вытяжек. Да, имею в виду специализированных вытяжек. Они делают какие-то странные камины, между прочим, в которые так называемые лже-камины. Современные декораторы очень любят вот это вот явление лже-камина. Да, камин есть, но не горит. Знаете, это как мальчик без письки, девочка без сиськи, как секс без оргазма. Открой мне тайну этих дырочек. Знаете что? Здесь должны прятаться свечечки. Свечки, знаете, как обидно, когда они догорают, потом раз их нет. Тебе говорят: ты что, свечи не купил, что ли? Я тебе сколько раз говорила: иди купи свечи. А ты хопа наверх, а там 10 свечей. Это сейф для свечек. Нет, конечно, я мог бы спрятать там что-нибудь другое. Но мы любим искусство. Знаете, что обидно? Обидно, когда есть камин, а его не топишь. Потому что либо лето на дворе, либо лень убирать. А если вы сделаете такое бревно, то вы можете его топить хоть каждый день.